Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Независимо от того, что мы живем в городе Измаил, это юг Одесской области, юг Украины, этот агрогороскоп, который мы составляем для себя, подходит также и для других стран и регионов, потому что мы все это составляем по московскому времени, и в Гугле очень легко определить время своего региона для определенных видов работ. Итак, давайте рассмотрим сегодня очередной агрогороскоп с 24 по 26 июля 2021 года. Это время уже полнолуния и убывающей луны в знаке Водолей. Давайте рассмотрим все дни, потому что есть особенности, особенно завершение нахождения Луны в знаке Водолей. Вхождение 24-го, вхождение Луны в знак Водолей с 3 часов 13 минут, ну и, естественно, до конца суток. Это время полнолуния в 5 часов утра 37 минут. Далее 25 июля все 24 часа. Это будет самое продуктивное время Водолея. И 26 июля с 0 часов до 6 часов 30 минут утра. Луна без курса с 2 часов 16 минут до 6:30 утра, до момента перехода в знак Рыбы. Вот такие контрастные знаки, поэтому 26-го будут работы отличаться от тех, которые будут вот 24 и 25. Давайте рассмотрим конкретно, чтобы вы могли спланировать все и сделать себе вовремя для блага своих растений. Итак, посевы. Знак Водолей. Полнолуние. Даже если бы это был просто обычный какой-то день, растущая, убывающая луна, но Водолей это всегда не посевное время, поэтому мы не сеем ничего в эти периоды 24 и 25. Ну, про 26 я буду отдельно говорить. Давайте эти дни разберем. Рассада тоже нельзя в это время ничего высаживать. Это бесполезно. В Водолее только можно проводить испытания растений. Если создались новый сорт, вот можно высевать в это время семена или же высаживать рассаду испытуемых растений, выживут или не выживут. Вот это селекционеры очень активно используют в знаке Водолей, занимаясь испытанием новых сортов. Итак, 24 и 25 рассаду, если хотите получать какой-то результат, не высаживаем. Следующий очень важный момент, который сейчас актуален для всех регионов, кроме тех, где сильно идут дожди, где ливни, вот этот период поливы нельзя проводить. Если в Водолее это знак стихии воздуха поливать, начинают корни гнить, и затем растение постепенно начинает желтеть и погибать. Казалось бы, все вовремя делаем, и все как будто бы должно быть хорошо, но вот этот процесс погибания корней очень медленный, и затем не знаешь, что это произошло, и потом печальные события. Поэтому с поливами нужно разобраться и определиться с этими ритмами и с этим видом работ. Поливы Водолея нельзя проводить и 24 и 25. Ну а без поливов подкормки тоже нельзя. Это опасно для растений, потому что если воды нет, корни не доставили воду к листикам, к плодам, и вы опрыскиваете, вот не корневая подкормка, а тем более нельзя делать под корень подкормочку, потому что полива нет. Без поливов подкормки опасны для растений. И это будет 24 и 25 июля. Зеленые операции. Очень хороший период, казалось бы, если бы это было время убывающей луны или начало растущей луны для овощных и цветочных растений. Но, увы, здесь ни для каких растений нельзя проводить зеленые операции, потому что это полнолуние и сожженный путь полнолуния. Растение находится в стрессовом состоянии, поэтому, пожалуйста, не подходите с ножницами, даже
Ну, просто пройтись можете, но, пожалуйста, не трогайте растения в это время. Очень сложный период для наших зеленых питомцев. И для тех, кто держит комнатные цветы, кто занимается этой красотой в квартире, на балконе, пожалуйста, для вас защита от болезней и вредителей. Это очень актуально. И вот очень хорошо после того, что козероги вы поливали, очень хорошо 24-го прорыхлить землю в горшках и контейнерах. Просто растения будут вам очень благодарны. Кстати, можно это делать и на грядках, и в саду, чтобы сразу же подсказка для других огородников, дачников. Пожалуйста, не забывайте тем, чтобы вспушить землю, прорыхлить землю для дыхания корней. Но для комнатных цветов в эти дни вот такие работы. Защита и дать воздух корням. Это 24 и 25. Следующий очень важный момент – это продолжение нашего заготовительного периода и сбора урожая. Там, где созрел картофель, копайте, знак стихии огня. Казалось бы, что это полнолуние, но если есть необходимость и есть возможность, нужно собирать урожай. И хорошо, и картофель, и лук, и чеснок, и плоды, и ягоды. Если они созрели, собирайте 24 и 25. А то, что у нас созрело и готово на переработку, поэтому в эти дни очень хорошо провести заготовки на зиму. Именно в эти дни 24 и 25 это и консервация, и сушка, и заморозка ягод, плодов. Это все очень хорошо, но вот постарайтесь заготовки до вечера завершить, потому что далее будет на следующий день переход в другой знак, а знак рыбы, и там очень опасно это все делать, потому что может погибнуть ваши заготовки и иметь неприятный вкус и запах. Ну и банки могут рвануть. И последнее такое задание на 24 и 25 – это защита от вредителей и болезней. Если температура, допустим, 24 градуса, то можно использовать различные биопрепараты, настои, а также и любые препараты. Но если температура около 30 и выше градусов, то, пожалуйста, используйте биопрепараты, настои, потому что при высоких температурах бесполезно использование ядовитых веществ, а также химических фунгицидов, а также при высокой температуре не рекомендуется проводить опрыскивание растворами соды и древесной золы. Это очень угнетает растения. Вот мы рассмотрели 24-25, но частично у нас 26 будет до утра время знака Водолей. И переход уже будет в знак рыбы в 6:30 утра. Поэтому я не советую сразу же прямо в 6:30 что-то начинать. Дайте время, чтобы энергии уже полностью заняли, вот энергии рыб, заняли свое положение, и только потом можно будет, смотрите, что можно будет делать. Здесь можно и посевы, и посадки. Вот с 9 часов утра уже вот этот период начинается. И можно поливать уже, если есть необходимость срочно, можно и днем полить, и лучше все-таки вечером, и вечером провести подкормочки. Это будет очень хорошее время. Ну, а вот что можно делать, кстати, для комнатных цветов тоже запланируйте поливы, подкормки, защиты. А нельзя собирать урожай на заготовку и нельзя заготавливать. То есть в это время очень много воды в наших плодах и ягодах. И если мы собираем, то они портятся, и на хранение они не подходят. Если нужно что-то собрать, чтобы съесть, приготовить, то, конечно, да. Ну и обработки то же самое. Мы должны по температуре воздуха определять, что мы будем делать с растениями. Ну вот такой у нас агрогороскоп. И мы с вами сразу определились, почему я столько внимания на 26-е выделила. Потому что 26 июля будет очень хороший плодотворный день, и можно будет все работы начинать с 9 часов утра, лучше с 9 часов утра. И там у нас и рассаду можно высаживать. А вот по всем гороскопам 26 это время еще Водолея, поэтому будьте внимательны.
Вот эти даты, время очень важно для того, чтобы выполнить все агроприемы вовремя и с пользой для наших растений. Ну и несколько слов буквально о полнолунии. Будьте внимательны к своему здоровью, не перетруждайтесь в полнолуние. Ну и нету таких особых работ, но я знаю, как вы любите заниматься заготовками, уборкой, с сорняками будете бороться, это я точно знаю. Пожалуйста, берегите себя. Сейчас вот такие энергии очень сильно идут на землю, нужно отдыхать побольше и потом уже с новыми силами, когда пройдет сожженный путь полнолуния, успокоится энергии, можно будет 26-го приступать к важным работам на наших грядках и в саду. Всего вам самого доброго. Желаю Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео.